Привет, друзья! Рада вас видеть на уроке русского языка с Машей. Сегодня я расскажу вам, какие слова мы можем использовать вместо слова ошибаться, чтобы не говорить это конкретное слово. Почему вообще мы не должны его говорить? Слово ошибаться, что значит поступить неправильно, совершить ошибку, имеет довольно негативную коннотацию. То есть, если я говорю кому-то, ты ошибаешься, это звучит как критика. Мы можем использовать другие слова, которые могут звучать еще более критично, и слова, которые немножко смягчают этот негативный оттенок значения и звучат чуть более мягко. Начинаем со слов, которые звучат чуть более мягко, чем ошибиться. Первое такое слово – это слово «проколоться». Проколоться значит совершить промах, совершить оплошность. Можем себе представить прокол. Прокол мы делаем чем-то острым в какой-то ткани или в каком-то материале. Так вот, мы можем использовать это слово, чтобы сказать кому-то о его ошибке. Например, ты прокололся вчера, когда начал говорить о политике с ней. Часто слово «проколоться» используем, когда имеем в виду какую-то стратегию, план, который не сработал, и тогда мы говорим «прокололись» или «прокололся». Например, воры прокололись на мелочи, и полиция смогла их поймать. Следующее слово – это слово «просчитаться». Оно связано со словом «считать» – 1, 2, 3. И просчитаться значит прежде всего ошибиться в расчетах, ошибиться в планах, предположениях. Поэтому мы часто говорим: он просчитался, когда решил, что дело выиграно. Он просчитался, когда подумал, что конкуренция ему уже не страшна. Часто используем это слово в контексте работы, бизнеса, планирования, в разговоре со знакомыми, с друзьями. Тоже можно сказать чуть-чуть с иронией: ха-ха, ты думал, она забудет твою критику? Ха-ха, но ты просчитался. Что значит просто ты ошибся. Следующее слово промахнуться. Промахнуться значит не попасть в цель, совершить промах, оплошность. И точно так же можем использовать это слово как эвфемизм, как более мягкий вариант вместо слова ошибиться. Например, что-то ты промахнулся. И это слово часто используется без пояснения. То есть мы можем его использовать просто, чтобы передать значение. Ты ошибся, ты не прав. Следующее слово – это слово «напутать». Напутать значит наделать путаницу, внести хаос, беспорядок, который приводит к ошибке. Например, я тебя попросила сделать эту работу, а ты все напутала. Это значит, ты сделала работу неправильно, ты совершила ошибку или ошибки, которые привели
к хаосу. Это слово самое далекое по значению от слова ошибиться. Оно больше фокусируется на том, что мы вносим какой-то хаос, путаницу, но также в нем есть идея совершения ошибки или даже нескольких ошибок, которые приводят к негативному результату. Мы также можем говорить это слово, использовать это слово без контекста. Например, опять ты все напутала. Сколько раз можно тебе объяснять одно и то же? Еще одно слово, которое часто используется в молодежном сленге или даже в жаргоне, это слово «облажаться». Когда я была подростком, это слово было очень популярным. Облажаться значит не просто ошибиться, это значит совершить грубую ошибку, которая приводит к очень негативным результатам. Например, он хотел всех удивить своим выступлением, но облажался перед публикой. Или кто-то может мне сказать: Маша, ты готовься хорошо к своим видео, иначе облажаешься. Вообще слово «облажаться» имеет этот оттенок значения совершить грубую ошибку перед другими людьми, так что другие, часто большая группа людей, это увидит, заметит, и это очень стыдно облажаться перед аудиторией. Друзья, я вам представила некоторые слова, которые могут использоваться в качестве синонима или в качестве альтернативы для слова ошибиться или ошибаться. Пишите, пожалуйста, в комментариях, какое слово вам понравилось больше всего, какое вы будете использовать, когда будете говорить по-русски. Спасибо огромное за ваше внимание и интерес к русскому языку. Благодарю вас и прошу поделиться этим видео с теми, кто тоже изучает русский язык. Это много значит для меня и поддерживает мой канал. Спасибо еще раз и до новых встреч. Пока!